Шаман – самая таинственная и значимая фигура в мифах и сказаниях северных народов. Духовный мир ненцев окутан тайной, а религиозная система довольно архаичная. На Ямале они и по сей день ведут прежнюю кочевую жизнь, сохраняя старые верования и соблюдая обычаи предков. Они живут в гармонии с природой и верят в то, что именно духи помогают им выжить в столь экстремальных условиях на краю земли. Однако молодежь все чаще тянется к большим городам, предпочитая благо цивилизации традиционному образу жизни. Старожилы, видя такую тенденцию, не спешат передавать им сокровенные знания. Как итог, в скором времени мы можем полностью утратить даже те сохранившиеся крупицы знаний о религиозном культе народа, который зародился еще в ту далекую эпоху, когда человек был неотделим от природы. Тем не менее, Ямалу пока удается сохранить свою самобытную и языческую культуру, древний уклад жизни, традиции и обычаи. И важнейшее место в мировоззрении ненцев занимает шаманизм, одна из самых ранних форм религии, сложившаяся еще в глубокой древности. Шаман – самая таинственная и значимая фигура в мифах, легендах и сказаниях северных народов. Именно шаман – проводник и связующее звено между мирами. Он путешествует во времени и пространстве, в течение веков оставаясь единственным целителем и спасителем для людей, беззащитных перед силами природы. Издревле к шаманам шли с просьбами и проблемами, к ним обращались за советом и наставлениями. К их помощи прибегали практически во всех жизненно важных ситуациях – болезнь, пропажа, лень, охота и промысел. Они хранили мудрость поколений, всегда готовы были выслушать и просто пообщаться, а в тундре, где человеку бывает одиноко, выговориться и получить поддержку от неравнодушного наставника порой жизненно необходимо. Согласно религиозным убеждениям ненцев, звание шамана Тадебе передавалось по наследству и только по мужской линии. Однако наличие в роду шаманов еще не гарантировало, что будущие поколения тоже ступят на эту стезю. Шаманом мог стать только избранный, и не по своей воле, а по выбору духов, и это был не столько дар, сколько тяжелая ноша. Ненцы верят, что определить шамана можно уже при рождении. У избранника духов на темени должна быть тонкая пленка, символизирующая кожу, которой обтягивают бубен. Или же особое родимое пятно, дающееся в детстве юному шаману вместо бубна. Будущий шаман обязан пройти обучение у опытного и практикующего шамана. Ученик повсюду сопровождает своего наставника, помогает ему, присутствует на камланиях, запоминая шаманистскую теологию и священные призывания. Камлания – это ритуальные шаманские действия, способ общения с духами, сопровождающийся ударами в бубен и песнопениями. Обучение может длиться до 20 лет, его срок зависит от прилежности и способностей ученика. Во время учебы шаман набирается опыта, приобретает специальные ритуальные атрибуты, которые помогают ему в общении с духами-помощниками. Внешним проявлением звания шамана являлся его костюм. Каждая деталь в нем имеет свой смысл и выполняет определенное предназначение. У шамана есть бубен, который он приобретает на 7-м году обучения. В то же время появляется и колотушка к нему. Еще через пару лет, опять же с разрешения наставника, у бубна появляются специальные подвески. С помощью звуков бубна шаман обращается к миру духов. Если у шамана помимо бубна с подвесками есть нагрудник, посох, обувь и корона, перед вами шаман в достаточно высоком статусе, который прошел очень долгий путь обучения и достиг на этом пути совершенства. Ему позволено проводить множество ритуалов и обрядов. Когда шаман умирает, его бубен специально разрезают и оставляют на месте погребения или неподалеку от него. Крайне редко бывает так, что шаман свой бубен передает кому-то по наследству. Ненецкие шаманы делятся на 3 категории, в зависимости от того, какие функции они выполняют. Шаманы верхнего мира Ведутана общаются с верховным божеством Нумом, лечат самые серьезные болезни и умеют предсказывать будущее. Шаманы среднего мира Янангы помогают при тяжелых и затяжных родах, находят отбившихся от стада оленей и другие предметы. Работают такие шаманы поздним вечером у горящего костра. Шаманы нижнего мира Самдарта – своеобразные проводники между миром умерших и миром живых. Это они ведают похоронным обрядам и сопровождают души умерших в загробный мир. Испокон веков ненцы поклоняются идолам, деревянным или каменным фигурам, олицетворяющим божества или духов. Место, где расположен идол, считается священным. К ним приходят, чтобы поклониться, принести жертву и попросить о помощи или заступничестве. Ненцы связываются с потусторонним миром при помощи шаманов.
Центральное ненецкое святилище располагается на острове Вайгач, на границе Баренцева и Карского морей. Согласно преданию, на месте острова была только вода, затем появился каменный утес, который разрастался до тех пор, пока не приобрел человеческий облик. Ненцы верят, что именно каменный Вайгач – прародитель всех домашних идолов. Согласно традиционному мировоззрению ненцев, Вселенная состоит из 3 миров, расположенных друг над другом. Люди, животные и большинство духов живут в среднем мире. Верхний мир – небо – жилище богов, а нижний мир населяет души умерших, злые духи и таинственный народ Сихиртя. Верховное существо, сотворившее этот мир – бог Нум. После создания Земли он отдалился от дел, предоставив все духам. К верховному божеству немцы обращаются очень редко, только в самых важных случаях. Противостоит Нуму покровитель злых духов Нижнего мира На. По поверьям, это божество питается кровью и душами умерших. Когда На недоволен, он насылает на людей трагедии, бедствия, болезни и смерть. Согласно легенде, у Нума есть 7 сыновей, каждый из которых владеет своей частью неба. Вместе с Нумом живет его жена, богиня Яминя. Она считается покровительницей семьи и детей. Немцы верят, что создает душу новорожденного Нум, а вручает и ведает ей на протяжении всей жизни Яминя. К смерти этот народ относится философски. Сколько отмерила Яминя, столько и проживет человек. По представлениям немцев, у каждого живого существа, природного явления или объекта есть свой хозяин – дух. Все события, происходящие в жизни этого народа, принято связывать с воздействием сверхъестественных сил. Духи делятся на 3 разряда: приравниваемые к божествам Весока, особо почитаемые Эры и духи 3-го разряда Хэ-Хэ. Духи хозяева рек, озер, ручьев подчиняются главному хозяину воды Яумал-Весока. Могущество духов соответствует величине рек и озер. В центре Ямала, согласно легенде, живет Ялебям-Пертя, бог изобилия. Он дарует людям удачную охоту, охраняет стада от дикого зверя. Весь животный и растительный мир тундры находится в подчинении хозяина земли, Ямал-Весока. Эти 3 духа особо почитаемы у ненцев, ведь именно от них зависит благополучие человека. Обитатели Среднего мира находятся под покровительством Янебя, матери земли, и Ямал-Весока. В этом мире обитают духи хозяева стихий и явлений природы, семейные и родовые духи. Одним из важнейших семейных духов считается хозяйка огня – Тухада. Она защищает чум, помогает при родах, отгоняет болезни. В жертву ей приносят самые лакомые кусочки забитого на охоте зверя или ритуального оленя. Помимо вышеперечисленных, у ненцев есть и домашние духи – Мятхэхэ. Например, хозяйка чума – Мятпухуча, духи предков Нгытерма, охранители постели – Лаутер. Помимо богов и духов, ненцы верят в существование мистического народа, который живет под землей – Сихиртя. Это маленькие люди с белыми, как снег, глазами и похожими на туман волосами. Согласно легенде, этот древний таинственный народ жил на Ямале еще до прихода ненцев, но ушел под землю, где и по сей день продолжает пасти уцелевших мамонтов. Под покровом ночи или густого тумана Сихиртя изредка выходят на поверхность, и тогда в тундре находят древние украшения или останки мамонтов. Однако встреча с этим народом не сулит людям ничего хорошего. Как мы видим, в основе мировоззрения ненцев лежит культ природы, который выражается в почитании огромного количества духов и божеств. Вера в сверхъестественных существ помогает аборигенам Севера выживать в этих суровых условиях. Могущественные силы природы во главе с духами-хозяевами защищают и приносят удачу, а кочевники с бережной заботой принимают дары этой земли, почитают духов, совершают обряды жертвоприношения, дабы не разгневать своих покровителей. А связующим звеном 3 миров коренных народов Севера выступает шаман. Отыскать сегодня настоящего шамана на просторах ямальской тундры практически невозможно. С их уходом будет безвозвратно потерян огромный пласт знаний о религиозных воззрениях и ритуальной практике ненцев. Единственный источник информации, доступный будущим поколениям, ненецкий эпос и фольклор, но и он представлен обрывками и фрагментами. Влияние современной культуры с ее техническим прогрессом обрекает даже эти крупицы древнего наследия на полное забвение. Сегодня шаманов осталось очень мало, но они есть. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного о Крайнем Севере и не только.